Глубоко уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые руководители, для нас огромная честь принимать здесь, в музее «Атом», столь представительную делегацию. Наша встреча проходит в юбилейный для нас год 80-летия атомной промышленности. Но есть еще один повод провести серьезный и глубокий разговор о развитии атомных технологий. За последние несколько лет стало очевидным, что атомная энергетика является безальтернативной частью будущего энергетического баланса в силу своей устойчивости, стабильности, предсказуемости, длительных сроков эксплуатации объектов и в силу комплексности положительного влияния на экономику и на технологический ландшафт. Все больше и больше стран выбирают атомную энергетику как путь своего развития. Важно и второе, что атомная энергетика дает импульс для развития целого ряда смежных технологий, современных вычислительных технологий, технологий индустриальных, и это требует тоже своего осмысления. Сами по себе технологии жизни не улучшают, нужно изменение подходов, нужна новая идеология, философия равного доступа к современным результатам технологического прогресса. На эти темы бы хотелось сегодня переговорить. Дискуссия у нас уже началась. За неформальным столом лидеры обменялись мнениями и по истории атомной энергетики, а самое главное о сегодняшнем, завтрашнем дне. И я с огромным удовольствием передаю слово Владимиру Владимировичу Путину. Спасибо большое, уважаемые дамы и господа, коллеги. Мы с вами встречаемся в рамках глобального атомного форума. И рад приветствовать здесь глав государств, руководителей международных организаций. И рассчитываю, что мы вместе сможем предметно обсудить вопросы, которые касаются настоящего и будущего атомной отрасли. Такой диалог особенно важен в условиях, когда все больше стран, крупных компаний видят в мировом атоме важнейший энергетический ресурс для долгосрочного ускоренного развития. Последовательно формируется и отношение общества к атомной энергетике, как к экологически чистой технологии, которая открывает огромные возможности. Очевидно, что для такой смены парадигмы есть фундаментальные причины. И это не только надежные решения, на основе которых создаются передовые атомные энергоблоки. Важно и другое. Наступает принципиально новый технологический уклад. Повсеместно внедряется искусственный интеллект. Для обработки колоссальных массивов данных требуются значительные энергетические ресурсы. Так только за текущее десятилетие более чем втрое вырастет потребление электроэнергии дата-центрами. Отмечу в этой связи, что Россия уже создает такие модульные системы обработки данных на своих атомных электростанциях, поскольку атомные станции лучше всего обеспечивают равномерное, постоянное энергоснабжение. Другой значимый фактор всплеска интереса к атомной энергетике – это востребованность так называемых зеленых технологий, которые сводят к минимуму воздействие на окружающую среду и климат. И повторю, как раз ключевым источником чистой, низкоуглеродной энергии являются атомные станции. Они опережают другие источники энергии по соотношению цены, экологической составляющей, возможности обеспечить стабильную энергомощность. В результате уже к середине столетия, по прогнозу господин Гросси, я не ошибаюсь, по прогнозу МАГАТЭ, совокупная мощность всех атомных станций мира может увеличиться более чем в 2,5 раза и составить почти 1000 гигаватт. Причем рост спроса на мирный атом в значительной степени обеспечит именно страны глобального юга и востока, которые укрепляют свой технологический, индустриальный потенциал. Стремление к развитию, к использованию в этих целях мирного атома мы, безусловно, поддерживаем. Не без гордости можно сказать, что только Россия сегодня обладает компетенциями во всей технологической цепочке ядерной энергетики. А благодаря безопасности, устойчивости к внешним воздействиям,
атомные станции, построенные по российскому дизайну, являются самыми востребованными в мире. Добавлю также, что мы развиваем проекты и малых, как наземных, так и плавучих АЭС. Вот сейчас только нам об этом руководитель Росатома рассказывал. Совсем скоро будем производить их серийно. Залогом лидерства России является наш принципиальный подход. Во-первых, мы строго выполняем взятые на себя контрактные обязательства. Я хочу это подчеркнуть. Строго все выполняем вне зависимости от какой бы то ни было политической конъюнктуры. Во-вторых, мы отвергаем так называемый технологический колониализм. То есть не ставим наших партнеров в зависимость от российских технических решений, а напротив, помогаем создать свою собственную, суверенную национальную атомную отрасль, включая подготовку кадров, формирование центров компетенций. Активно привлекаем местные компании, оказываем помощь в эксплуатации энергоблоков, обеспечиваем поставки ядерного топлива и обращения с отходами. Скажу больше. Мы делимся опытом, знаниями и в создании других передовых отраслей 21 века. Это ядерная медицина, цифровые системы, электротранспорт, новые материалы. В результате помогаем нашим партнерам совершить настоящий рывок в развитии, вывести экономику на новый уровень эффективности, повысить качество жизни людей в конечном счете. Все это важное общественное, социальное измерение нашей работы. Зримое подтверждение того, что именно равный доступ к технологиям, в том числе в сфере мирного атома, может обеспечить динамичное, при этом справедливое, устойчивое глобальное развитие. Уважаемые коллеги, рассматриваем технологии мирного атома как основу для широкого международного сотрудничества, для сближения государств. Россия заинтересована в создании стабильных, долгосрочных условий для проектов в атомной сфере. Прежде всего, для нашей страны абсолютным приоритетом является обеспечение ядерной безопасности и физической защиты ядерных объектов и установок, где бы эти объекты ни находились. Поэтому необходимо и дальше наращивать требования к безопасности и надежности на каждой стадии атомного цикла, включая добычу урана, эксплуатацию реакторов, обращение с отработавшим ядерным топливом и радиоактивными отходами. Причем надо так настраивать регулирование в этой сфере, чтобы сохранить четко выверенный баланс между развитием мирного атома и укреплением режима ядерного нераспространения. Далее. Очевидно, что строительство атомных станций требует значительных средств, а значит, риски и выгоды должны быть сбалансированы между основными участниками таких проектов – государствами, инвесторами и потребителями. Считаю необходимым выстроить современные модели финансирования возведения АЭС, привлекать к участию в таких проектах международные финансовые институты и банки развития. Добавлю в этой связи, что в начале текущего года новый банк развития, созданный странами БРИКС, подтвердил готовность финансировать атомные проекты. А в конце прошлого года по инициативе России был создан механизм координации усилий стран БРИКС – платформа по атомной энергетике. Важнейший вопрос – ресурсное обеспечение атомных станций на десятилетия вперед. Чтобы использовать мирный атом в долгосрочной перспективе, необходимы принципиально новые, более эффективные технологии. И Россия уже работает над созданием таких решений. Вот мы сейчас только перед началом вот этой сессии с коллегами, перед тем, как выйти сюда, в зал, сидели, обменивались мнениями так, в неформальном режиме. И хотел бы в этой связи тоже отметить, что по оценкам ОЭСР все ресурсы урана при оптимистичном сценарии будут полностью исчерпаны к 2090 году. Это примерно 8 миллионов тонн. Однако фактически может это произойти уже и в 2060-е годы. То есть это все очень быстро. На наших глазах может все это произойти.
с учетом того, что четверть запасов приходится на месторождения, где уран является попутным компонентом. Уже в 2030 году, сейчас вот перехожу к главному, чем мы, считаю, Россия может гордиться, потому что уже в 2030 году мы в России, в Томской области, планируем запустить первую в мире ядерную энергетическую систему с замкнутым топливным циклом. Что это значит? Это в полном смысле революционная разработка отечественных ученых и инженеров. Что это значит? Это значит практически весь объем, 95% отработавшего топлива, будет вновь неоднократно использоваться в реакторах. Такой механизм позволит в перспективе практически полностью решить проблемы накопления радиационных отходов, радиоактивных отходов. И что также крайне важно, снять, по сути, вопрос обеспеченности ураном. Отмечу, что испытание всего спектра передовых материалов для замкнутого цикла планируется на базе Международного центра исследований. Он формируется в Ульяновской области в России. И мы приглашаем ученых из разных стран к сотрудничеству в развитии технологий, которые открывают новую, без всякого преувеличения, новую эпоху в атомной энергетике. Дорогие друзья, наша встреча, глобальный атомный форум, приурочена сразу к двум знаменательным датам. Это празднуемое в текущем году 80-летие отечественной атомной отрасли, а также День работника атомной промышленности, который ежегодно отмечается в нашей стране 28 сентября. Напомню, вот мы с коллегами только что говорили об этом, повторяю еще раз, и хотел бы сказать и в таком более широком составе. Первое решение в Советском Союзе по развитию атомной энергетики состоялось 28 сентября 1942 года, когда шла Отечественная война, и еще не были известны результаты самого, может быть, драматического периода Великой Отечественной войны. Шла Сталинградская битва. Битва за Сталинград. Она не закончилась. А Государственный комитет обороны принял решение об организации работ по урану. Работа началась. Хотел бы искренне поздравить с юбилеем отрасли и с приближающимся профессиональным праздником российских атомщиков, ученых, ветеранов индустрии. И, конечно, гостей форума, а в вашем лице специалистов из бывших республик СССР, которых объединяют традиции Великого Советского Минсредмаша, их нужно обязательно продолжить. Я желаю вам новых больших успехов на благо граждан наших стран, да и без привлечения всего человечества. Благодарю вас за внимание. Спасибо. Спасибо большое. Уважаемый Владимир Владимирович, за вашу постоянную поддержку и за эти слова, за поздравления. Это огромная честь, огромная ответственность реализовать все, о чем вы сказали. За нашим столом собрались страны и только-только вступающие в атомный мировой клуб, и имеющие уже богатый опыт, работая в атомно-энергетической сфере. В 2023 году мы сдали Александру Григорьевичу объект, двухблочную атомную электростанцию, и с тех пор это не только до 40% атомной электричества Беларуси, это еще и витрина для очень многих стран. В Островец приезжают специалисты из разных стран, чтобы белорусские партнеры поделились своими компетенциями и рассказали о том, как реализуется этот проект. Александр Григорьевич, вам большое спасибо за ваш личный вклад в этот проект. Вы приняли решение о строительстве станции, вы его патронировали сначала до конца, были фактически нам куратором. А знаете, за что самое большое спасибо? За то, что в 2023 году вы просили нас не уходить из Беларуси, остаться и развернуть целый комплекс высокотехнологических проектов, что мы сейчас и делаем. Разрешите вам слово предоставить. Уважаемые друзья, прежде чем сказать несколько слов по теме, я хочу обратить ваше внимание по поводу форума. Ну, вы знаете, в какой ситуации находится Россия, и мы в том числе.
с Российской Федерацией. Что только о нас сегодня не пишут, не говорят, обзывают нас разными словами, вы это знаете тоже, и агрессоры мы, и соагрессоры и так далее. Ну что там греха таить, у России, как и у всех у других стран, которые здесь присутствуют, проблем предостаточно. Особенно у нашей Российской Федерации. Много вопросов, много проблем и много борьбы, которую оценит в будущем. Я в этом просто убежден. Но, тем не менее, мы о чем сегодня говорим? Мы что, говорим сегодня о войне? Мы говорим о военных проблемах? Нет. А с подачи той же России, у которой немало проблем, мы говорим о мирном атоме. Мы собрались на форум, где эта Россия делится своим опытом. Назовите еще другие страны, которые обладают подобными технологиями, которые бы вот так открыто, честно заявила: приходите и смотрите. Самые передовые технологии. Технологии, которыми в открытую не делятся. Поверьте мне, я уже опытный и старый политик, и я знаю практически все страны, которые занимаются подобными вещами. В некоторых бывал, но вот так в открытую, в сложные времена заявить о том, что приходите, мы будем с вами сотрудничать, и мы вас научим, такой страны я не знаю. У России сегодня нет секретов в самой секретной отрасли. Ну, я это говорю не потому, что это старший брат, там, как я часто в шутку говорю, не потому, что мы друзья с Владимиром Владимировичем. Попробуйте опровергнуть мой тезис. В сложные времена Россия открывает нам самую секретную сферу. И больше всего, как здесь Алексей сказал, это продемонстрировано было на Беларуси. Станций построено много атомных. Россия построена, наверное, больше, чем кто-либо. И построить еще немало ядерных блоков. Но чтобы прийти в другую страну и сказать: мы вам построим, вот вам кредит, мы вам построим самую современную, в некоторых направлениях опытную станцию, вот Сережа Кириенко здесь присутствует, начинали мы тогда строить с ним, самую современную станцию, да еще с вашими строителями. И спасибо президенту, он мне сказал: мы научим вас строить атомные станции, и вы вместе по всему миру будете с нами строить атомные станции. И мы вместе создали атомную станцию, реализовал самый продвинутый проект. Мы создали самую современную, красивую, я этим горжусь, самую красивую атомную станцию. Она сегодня работает. Всякое было, и отладкой, наладкой, новое, и западники прекращали нам поставлять какое-то оборудование. Россия на марше делала замену, и мы совершенствовали работу станции уже с Алексеем, встречаясь там не единожды. Поэтому, Владимир Владимирович, огромное спасибо за принятое решение. Сережа, Алексей, спасибо, извините, я уже и забыл ваше имя, отчество, всегда по имени называл вас. Спасибо вам за то, что вы реализовали этот проект. И что Алексей не уходит из Беларуси. Скажу откровенно, мы с Владимиром Владимировичем завтра посоветуемся, поговорим и примем решение о строительстве второй атомной станции в Республике Беларусь. У нас нет вопросов, кто будет строить эту станцию. Мы будем ее строить вместе с россиянами, потому что они научили нас это делать. И уже мы по просьбе Росатома кое-где в отдельных государствах участвуем в строительстве подобных станций. Поэтому еще раз повторяю, станций будет много. Но то, что творит сегодня Россия в этом плане, в хорошем смысле слова, это не подвластно и невозможно ни одной другой стране. Это великое дело, которое Россия сегодня осуществляет, и за это в мире ее уважают. Ну, а
в лице Алексея Лихачева и других атомщиков России я также хочу присоединиться к поздравлениям, которые высказаны Владимиром Владимировичем. Вы достойно это делаете и правильно, что позвали нас сегодня на этот форум. Это важная отрасль, мы сегодня увидели, тоже откровенно нам показали, рассказали, что может Россия делать. Атомная неделя – это очередное яркое свидетельство бесспорного лидерства России в области атомной науки, высоких многопрофильных технологий на международной арене. Я не буду, Алексей, тут зачитывать все, что мне предложили наши специалисты. Хочу вас еще раз публично попросить, не уходить из Беларуси. Думаю, я смогу убедить президента России в том, что в Беларуси надо продолжать работать. И не только в плане реализации наших с вами задумок со времен Сергея Кириенко еще. Нам надо продолжать работать по многим направлениям мирным, и прежде всего в области здравоохранения. И я вас очень прошу, чтобы мы с вами, одобрит, я думаю, президент, возобновили наше движение по ядерному центру в Беларуси. Я его сохранил, какой он мне достался с советских времен. Там под контролем Гросси находится немало хороших материалов. Вы знаете, мы свято договоренности свои соблюдаем. Но и хочу вас, господин Гросси, поблагодарить за то, что вы были настоящим мужиком, настоящим человеком. Наша станция, вы помните, была серьезно политизирована. И не там строим, и не то строим, и американцы против, а европейцы вообще были в бешенстве. Вы много раз бывали на этой станции, но вы в открытую перед журналистами говорили, не нападайте на Беларусь. Они строят с россиянами самую продвинутую станцию. Вопросов нет. Но если вы ставили перед нами вопросы, мы их всегда реализовывали. Вот сегодня присутствует здесь бывший министр, ныне вице-премьер нашего правительства, который отвечал непосредственно за строительство этой станции. Вы сделали огромное дело. Вы никогда не подставили нас с россиянами, не заставляли нас оправдываться. Вы были искренним и порядочным человеком. Ну, поэтому Владимир Владимирович сказал, если господин Гросси захочет быть руководителем Организации Объединенных Наций, ну почему будем возражать? Спасибо вам огромное за все то, что вы сделали. Все, что прожил человек в прошлом, работает на его будущее. Это касается прежде всего вас. А вам, Владимир Владимирович, спасибо за науку, спасибо, что вы сделали нашу страну по-настоящему ядерным государством, не жалея никаких секретов, соблюдая международное право, принципы, готовы действовать и дальше не только в Беларуси, но и на международной арене, помогая строить станции. Мы умеем уже делать все. Если вы рассказали Сергею Кириенко, что мы уже умеем делать, он вряд ли поверил бы. Мы не можем только реактор сварить, сделать его. Это уже ваши компетенции и не надо. Все остальное мы уже научились делать, готовы реализовывать во всех наших странах-партнерах. И те, кто еще думает, какую станцию построить, мы готовы в этом участвовать. Качество, уже могу сказать, с россиянами вместе мы гарантируем. Да, Никола Уваевич, если нужно, обращайтесь. Если президент одобрит, мы готовы приступать. Спасибо вам за то, что пригласили на этот форум. Спасибо. Спасибо. Спасибо, уважаемый Александр Григорьевич. Есть еще одна станция, которой мы все очень гордимся. С 1977 года в Армении работает атомная электростанция. В 1988 году она пережила трагическое спитакское землетрясение до 9 баллов. Это единственный атомный блок на Земле, который выдержал этот удар. И с тех пор армянские специалисты реализуют этот проект совместно, конечно же, с Росатомом, с нашей помощью и поддержкой. Николай Иванович, мы так говорим, станция ваша, а гордость наша общая. И сегодняшняя стабильная ее работа и продление как минимум до 1936 года нам абсолютно понятно. И мы
очень уважительно следим сейчас за тем, как вы выбираете новые решения, смотрите на следующий шаг в атомной энергетике и понимаем, насколько этот шаг важный, потому что вы определяете политику страны как минимум на 100 ближайших лет. Поверьте, мы сделаем все, чтобы все интересы Армении, армянского народа были соблюдены. Разрешите вам предоставить слово. Спасибо большое, уважаемый Алексей Евгеньевич. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые главы делегаций, дамы и господа, прежде всего позвольте выразить глубокую благодарность за приглашение принять участие в этом важном международном событии в форуме «Мировая атомная неделя». Мы также признательны за теплое гостеприимство и организацию мероприятия на таком высоком уровне. Хотел бы и поздравить российскую сторону с 80-летним юбилеем создания атомной промышленности России. Это событие является вехой научно-технического развития, результатом труда блестящих умов в области ядерной энергетики. Приятным совпадением стало то, что форум проходит в год 80-летия выдающегося энергетика, бывшего главного инженера армянской АЭС Эдуарда Саакова, оставившего неизгладимый след в истории армянской станции. Ядерная энергетика играет ключевую роль в обеспечении стабильного и чистого энергоснабжения. Она способствует снижению выбросов углекислого газа и поддерживает цели низкоуглеродного развития. Широкое внедрение цифровых технологий и искусственного интеллекта ведет к значительному росту потребления электроэнергии. Это, в свою очередь, повышает актуальность ядерной энергетики как стабильного и экологически чистого источника энергии. В будущем ядерная энергетика станет важным элементом устойчивого энергетического баланса. В то же время необходимо прилагать все усилия для обеспечения ядерной безопасности и физической ядерной безопасности. Армения серьезно относится к своим международным обязательствам и подтверждает свою приверженность стандартам и принципам международного режима нераспространения. Дамы и господа, с учетом этих соображений правительство Армении утвердило политику сохранения атомной электростанции как важнейшей составляющей электроэнергетического баланса страны. Сегодня около 30% всей электроэнергии в Армении производится на армянской АЭС. Безопасная эксплуатация армянской атомной электростанции является стратегическим приоритетом для правительства Армении и играет центральную роль в обеспечении нашей энергетической безопасности. Выполнение определяемых на национальном уровне вкладов в рамках Парижского соглашения и поддержание роста национальной экономики. В то же время стратегическое значение ядерной энергетики возлагает на нас особую ответственность перед настоящим и будущим поколениями. Мы прилагаем все усилия, чтобы поддерживать самые высокие стандарты безопасности при эксплуатации армянской АЭС. Мы регулярно проводим миссии по проверке и экспертной оценке, отчеты которых четко свидетельствуют о том, что Армения эксплуатирует АЭС в соответствии со стандартами безопасности МАГАТЭ, чему подтверждение отсутствия каких-либо происшествий, связанных с ядерной или радиационной безопасностью. Этот принцип лежал в основе масштабной модернизации, которая была проведена на станции в последние годы, благодаря чему нам удалось продлить срок ее эксплуатации до 2026 года. Основываясь на подобном опыте, Армения, как многие другие страны, приняла решение о повторном продлении срока эксплуатации своей АЭС
с 2026 по 2036 год. Проект модернизации и продления эксплуатации армянской атомной электростанции – это не просто техническая задача, а результат плодотворного и доверительного партнерства Армении с госкорпорацией «Росатом» и другими международными партнерами. Эта пролонгация заложит прочную основу для плавного перехода на новый энергоблок по окончании продленного срока эксплуатации армянской АЭС, что является нашей конечной целью. В этом контексте Армения намерена и далее развивать тесное сотрудничество с МАГАТЭ и странами-партнерами для определения оптимального решения по замене существующего энергоблока с учетом экономической эффективности, безопасности, а также особенностей и характера энергетической системы страны. Новые энергетические объекты, вводимые в эксплуатацию, станут важным фактором регионального развития. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех вовлеченных экспертов за проделанную работу и еще раз поздравить с этим знаменательным юбилеем. Выражаю надежду на активное продолжение запланированных работ и их успешное завершение в установленные сроки. Дамы и господа, наша прозрачная политика в сфере безопасного и мирного использования атомной энергии остается фундаментом для изучения передовых ядерных технологий. Немаловажны и неэнергетические применения ядерных технологий, такие как медицина, экология, сельское хозяйство, наука и образование. Мы с благодарностью отмечаем поддержку и экспертную помощь, знания и рекомендации со стороны МАГАТЭ и стран-партнеров, которые играют важную роль в развитии этих отраслей в нашей стране. Надеемся, что взаимовыгодное сотрудничество с международными партнерами в использовании мирного атома будет и далее развиваться и укрепляться. Вместе мы можем создать устойчивое будущее для наших стран, направив усилия на развитие новых технологий, повышение безопасности и защиту окружающей среды. Благодарю за внимание. Спасибо большое, уважаемый Никола Ваваевич. Как мы уже говорили, за нашим столом есть страны, которые делают лишь первый шаг на пути в мировой атомно-энергетический клуб. И в начале любого пути очень важна личность человека, делающего этот первый шаг. Руководитель Республики Мьянма, господин Мин Аун Хлайн, лично поднял знамя атомной энергетики для своей страны в 2023 году и ведет ее к результату с решимостью настоящего военачальника. Для нас большая ответственность поддержать Мьянму в реализации этого проекта. Подписан ряд документов. Мы в этом году начали работу над конкретным проектом малых атомных электростанций. Нас не остановило и ужасное землетрясение, которое народ Мьянмы пережил в этом году. И проект становится поистине народным. Очень важно видеть, насколько его полно поддерживают все жители Республики Мьянма. Пожалуйста, передаю вам слово, глубоко уважаемый господин Мин Аун Хлайн. Russia Federation နိုင်ငံသမ္မတကြီး Mr. Vladimir Putin. Уважаемые представители Российской Федерации, госкорпорации Росатом и лидеры стран, присутствующие на пленарном заседании. Прежде всего, благодарю президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина за приглашение принять участие в работе Международного форума «Мировая атомная неделя». Для меня большая честь вступить на этом заседании. Уважаемые дамы и господа,
Международный форум «Мировая атомная неделя» приурочен к 18-летию атомной отрасли Российской Федерации. Не только знакомить с историей атомной энергетики и ее вкладом в реализацию мировой энергетических потребностей, в развитие сельского хозяйства, медицины и промышленности, но и предоставляет площадку для обсуждения обмена перспективными идеями о будущей атомной энергии. Девиз атомного форума. Все начинается с атома. Как известно, все объекты в Вселенной, включая нас, состоят из атома. Мы все хорошо знаем, что возможно использование колоссальной энергии, содержащей в ядерном атоме, привело к развитию не только электроэнергии, но и медицины, сельского хозяйства и промышленности. Уважаемые гости, Россия стала первой страной в мире, которая 26 июня 1954 года начала производит и поставляет электроэнергию с помощью атомной электростанции. Сегодня Россия единственная страна, где успешно работают быстрые реакторы, которые могут производить новое ядерное топливо. За более чем 80 лет российские ученые, инженеры и политики внесли огромный вклад в развитие ядерной отрасли. Благодаря их знаниям, изобретениям и мирному использованию атомная наука в стране стала сильной и устойчивой. Я хочу выразить им искреннюю благодарность и уважение. Как известно, спрос на энергию в мире постоянно растет. По данным Международного энергетического агентства, к 2025 году ожидается рост на 2,2 по сравнению с 2024 годом. 9% мирового спроса на энергию удовлетворяется за счет ядерной энергетики. Для достижения целей нулевого выброса углекислого газа в мире разрабатываются планы по объединению возобновляемых источников энергии с ядерной энергетикой. Ядерная энергия также является экологически чистой энергией с низким уровнем выброса углерода. Она может обеспечить стабильное электроснабжение. Кроме того, ядерные технологии в сельском хозяйстве помогают делать производство продуктов питания более безопасным и устойчивым к изменению климата. Также программы, как геноинженерия, использовали для борьбы с засухой. Были выведены культуры, устойчивые к вредителям и болезням. Результатом этого стала защита экосистем и обеспечение стабильных урожаев. Для таких сельскохозяйственных стран, как наша, это приносит большую пользу. В медицине радиоизотропы и технологии ядерной визуализации произвели революцию в диагностике и лечении заболеваний. Раннее выявление рака и целенаправленное лечение заболеваний с помощью лучевой терапии ежегодно спасают миллионы людей и улучшают качество жизни бесчисленного множества других. Ядерная медицина, пример такого, как наука, может служить человечеству. Как известно, ядерная энергия, используемая в мирных целях, приносит человечеству множество преимуществ, но у нее есть и недостатки. При использовании ядерной энергии необходимо систематически утилизировать радиоактивные отходы, чтобы не наносить вред окружающей среде и экосистеме, предоставить участки радиолы из ядерных материалов и заранее планировать. Уважаемые гости, с 2022 года НИАМА в целях развития ядерной энергетики сотрудничает с Российской Федерацией, государственной корпорацией по атомной энергии Росатом.
подписан меморандум о взаимопонимании по дальнейшему направлению сотрудничества. Это заложил основу для развития атомной энергетики. 6 февраля 2023 года в районе Лайм в Янгон был открыт информационный центр по ядерным технологиям. Это позволило СМИ и общественным получить лучшее представление об атомной электростанции и ядерных технологиях. 17 февраля 2023 года было подписано техническое задание по сотрудничеству между Российской Федерацией и Министерством науки и технологий Мьянмы в области создания общей национальной ядерной инфраструктуры. Российская Федерация, Росатом и Министерство науки и технологий совместно провели фестиваль наук 2023 и фестиваль наук 2024 на базе информационного центра по ядерным технологиям. Это позволило студентам Мьянмы получить обширные знания и опыт в области ядерных технологий. В рамках стипендиальной программы госкорпорации Росатома налажено совместное сотрудничество по развитию человеческих ресурсов и созданию кадрового потенциала в сфере атомной энергетики и ядерной технологии, включая подготовку персонального модульного реактора. Республика Союз Мьянма реализует свою программу по развитию атомной энергетики, состоит из 3 основных этапов в соответствии с рекомендованиями Международного агентства по атомной энергии согласно графику госкорпорации Росатома. Мьянма участвовал в программе технического сотрудничества Международного агентства по атомной энергии с 1957 года, когда она стала членом этого агентства. Международное агентство по атомной энергии сотрудничает с Мьянмой по различным направлениям, включая представление, финансование, образование и инфраструктуру, также принимая участие в программе технического сотрудничества и обучения кадров. В 2024 году мы приняли участие в семинаре по ядерному праву, который организовал Международное агентство по атомной энергии, и сейчас идет работа над изменением и разработкой ядерного закона Мьянмы. В 2025 году Техническая академия Росатома и Международное агентство по атомной энергии провели региональный тренинги по размещению малой атомной электростанции. В этой программе участвовали представители 18 стран, в том числе специалисты из Мьянмы. Мьянма, как страна-член МКТ, уже много лет стремился использовать атомные технологии, но по разным причинам процесс задерживался. Начиная с 2022 года мы активно сотрудничаем с Россией, и благодаря совместным усилиям и поддержке со стороны России удалось достичь заметного прогресса. Уважаемые дамы и господа, цели развития ядерной энергетики Мьянмы заключаются в следующем: использовать экологически чистую ядерную энергетику для стабильного производства электроэнергии и развития экономики в Мьянме, применять ядерные технологии для дальнейшего развития здравоохранения, сельскохозяйства и промышленности, расширить сотрудничество с Российской Федерацией и госкорпорацией Росатом по мирному использованию ядерной энергии, включая строительство малой АЭС, создание необходимой инфраструктуры и подготовку кадров. Для устойчивого развития человеческих ресурсов университеты России и Мьянмы подписали меморандумы о взаимопонимании и сотрудничают в сфере образования. В Мьянме как первый шаг планирует строительство малой атомной электростанции в сотрудничестве с Ростом. Также мы хотим вместе с Российской Федерацией развивать необходимую инфраструктуру и другие сферы. Я искренне прошу Российскую Федерацию и госкорпорацию Росатом продолжать предоставлять Мьянме кадровые ресурсы и другие необходимую помощь. Я также искренне прошу Международное агентство по атомной энергии продолжать оказывать Мьянме содействие в подготовке кадров для развития ядерной энергетики в мирных целях. Уважаемые делегаты,
В заключение я хотел бы подчеркнуть, что Республика Союз Мьянма готова сотрудничать со странами, участвующими в этом международном форуме по использованию ядерной технологии в мирных целях. Я искренне благодарен за оказанное нам внимание и за предложение по сотрудничеству с нашей стороны. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, процветания, развития. Большое вам спасибо. Спасибо большое, господин Клайн. Конечно же, мы сделаем все, чтобы выполнить ваши наказы. Уверен, что и господин Гросси сделает все необходимое для решения вопросов, которые вы сегодня поставили. Африканский континент является наиболее перспективным и динамично развивающимся, а Федеративная Демократическая Республика Эфиопия, без сомнения, один из индустриальных лидеров региона. Господин Абий Ахмед, премьер-министр Эфиопии, недавно озвучил решение о сооружении в Эфиопии первой АЭС, которая по своим масштабам будет не уступать мегапроекту ГЭС Хедаси. Мы очень воодушевлены, господин премьер-министр, этим вашим объявлением, заявлением. Уже ведем работу на платформе Центра ядерной науки и технологий и, конечно же, сделаем все, чтобы удовлетворить потребности растущей экономики, растущего населения Эфиопии в чистой и устойчивой энергии. Позвольте передать вам слово. Ваше превосходительство, господин президент Владимир Путин, президент Российской Федерации, Ваше превосходительство, главы государств и правительств, дамы, господа. Прежде всего, позвольте мне поблагодарить президента Путина за приглашение. Благодарю также за радушный прием, который был оказан мне и нашей делегации. Для меня честь присоединиться к вам на открытии Всемирной атомной недели, где собрались ведущие умы, которые заботятся о более чистом будущем и о будущем энергетики. Эфиопия находится сейчас на важном этапе. Наша молодежь полна энергии, наши города модернизируются, промышленность растет, и экономика наша растет одним из наиболее быстрых темпов в мире. Однако есть и большие амбиции, которые у нас есть, и они нуждаются в возобновляемой надежной энергии. Конечно, солнце, ветер, вода дают нам многое, однако в одиночку они не способны стать двигателем того будущего, которое мы строим. На протяжении 10 лет Эфиопия выступала в поддержку чистой энергетики. ГЭС Хедаси, крупнейшая в Африке, является свидетельством нашей решимости. Однако видение наше не ограничивается сегодняшним днем. Мы хотим преобразовать нашу страну. И для этого мы должны выйти за пределы возможного. Ядерная энергия дает нам новые возможности, поскольку она дает нам чистую, низкоуглеродную энергию, позволяет управлять водными ресурсами, а также дает нашим ученым возможность внедрять инновации. Для инновации ядерная энергетика не только заключается в собственной энергии, но в будущем нашей страны, поскольку это даст знания нашим студентам, даст необходимые ресурсы нашим фермерам, а также нашим медикам. Мы благодаря этому можем нарастить наши возможности, они многократно увеличатся. Но, конечно, мы должны делать это ответственно, тщательно все планируя, обеспечивая высочайшие стандарты безопасности и при этом наращивая мощный потенциал на локальном уровне. Для нас ядерная энергетика представляет собой стратегический шаг на пути превращения в активного игрока в области инноваций и промышленности. Ваше превосходительство, дамы, господа, в этом контексте я хотел бы отметить Российскую Федерацию,
которая в этом году отмечает 80-летнюю годовщину создания атомной промышленности. Россия продемонстрировала миру, чего может добиться наука, когда имеется большое видение. Мы готовы вступить в партнерство с Россией, объединить наш растущий рынок, нашу квалифицированную рабочую силу с знаниями России для того, чтобы создать партнерство, которое станет источником вдохновения для нашего континента. У нас более 130 миллионов населения, мы не можем ждать. Ядерная энергия необходима нам для того, чтобы обеспечить на долгосрочную перспективу развития, диверсифицировать энергобаланс, а также воплотить в жизнь потенциал Эфиопии. Наша цель ясна. Нам нужна ядерная программа, которая будет безопасной, транспарентной, быть образцом для всех остальных. Будет. И поэтому мы стремимся к мирному использованию ядерной энергии со всей серьезностью и в соответствии с международными стандартами. Мы заручились поддержкой и со стороны МАГАТЭ. Господин Гросси, наш партнер в реализации этого проекта. Эфиопия уже предприняла конкретные шаги на этом пути. Была разработана дорожная карта совместно с Российской Федерацией, которая содержит планы по созданию ядерной инфраструктуры, подготовке персонала, а также укрепления регуляторной среды, нормативно-правовой базы. Мы вот-вот создадим Центр ядерной науки и технологии, и наше сотрудничество по мирному использованию, не ядерному, не энергетическому использованию ядерной энергетики расширяется. Мы готовим специалистов и планируем такое будущее, в рамках которого ядерная энергетика будет укреплять наш суверенитет, подпитывать наш рост и будет служить благу будущего поколения. Наше партнерство основывается на доверии, знании, а также взаимном уважении. Мы приветствуем сотрудничество в передаче технологий, подготовке в области безопасности и с учетом реалий нашей экономики. Работая сообща, мы можем претворить наше видение в конкретные решения. Я благодарю вас. Спасибо большое. Спасибо большое, Ваше Превосходительство. Наша страна, Советский Союз, стоял у истоков создания Международного ядерного агентства, и на сегодняшний день Россия всячески поддерживает неполитизированную профессиональную деятельность МАГАТЭ. Мы все убеждены, что роль МАГАТЭ в будущем будет только возрастать, будет становиться более комплексной. И я с удовольствием предоставляю слово Рафаэлю Марьяно Гросси, генеральному директору Международного ядерного агентства. Благодарю вас. Господин президент, спасибо за приглашение. Я впечатлен тем, что я вижу и слышу, а слышу я подтверждение того, что в самом деле мы перевернули страницу и перешли на новый этап самым решительным образом. Для нас речь идет о том, чтобы сопровождать ваш путь, облегчать его, создавать возможности для развития. То есть мы должны смазывать колеса этого состава, а не бросать туда песчинки, которые будут мешать ему двигаться. Если говорить конкретно, я не хочу вдаваться сейчас в громкие заявления. Конкретно скажу, что мы помогаем вам, прежде всего, помогая реализовывать поставленные вами задачи. Для того, чтобы Росатом, например, мог вступать в партнерство со странами и делать это в полном соответствии с стандартами безопасности использования ядерной энергии. С точки зрения развивающихся стран мы создали специальные платформы, в частности, в области кадров. Это партнеры, это специальные платформы по развитию человеческого потенциала, для того, чтобы страны могли принимать у себя платформы, ядерные объекты, ведь это не так просто. Вот почему мы работаем вместе над этим направлением. Это первое направление. Второе направление. С этой точки зрения, я должен сказать, господин президент, я очень признателен вам за то, что вы это отметили. Вы говорили о международных финансовых учреждениях. И только еще несколько месяцев тому назад эти учреждения
запрещали все, что имело слово «атомный», «ядерный» в названии. Они говорили, если что-то ядерное, то мы этим заниматься не будем, это просто запрещено. Так говорили международные финансовые учреждения. Однако, к счастью, эта операция прекратила существование. В июне я подписал соглашение с председателем Всемирного банка. И, кстати, господин президент, я благодарю вас за ваше лидерство и за инициативу в области НБР. Мне кажется, что МАГАТЭ также должен вступить в партнерство с НБР. Мы пока что этого не сделали, но сказанное вами сегодня вселило в меня новую идею. Может быть, нам стоит заключить меморандум о взаимопонимании с НБР стран БРИКС. Чем мы занимаемся? Ну, все очень просто. Для стран, например, африканских стран, латиноамериканских стран, мы помогаем так, когда у них есть какой-то проект, они обращаются, например, в Всемирный банк или в МБР или в Африканский банк развития, те связываются с нами, и мы можем провести оценку безопасности, технических аспектов, передать все это управляющим органам банков развития для того, чтобы уверить их в том, что путь вперед безопасен. Это второе направление работы. И, наконец, последнее направление работы, которое хочу отметить, это будущее технологий. Все сейчас говорят о модульном подходе. Это, конечно, все прекрасно. Однако, помимо этого, нам необходимо позаботиться о том, чтобы другие страны, наши страны также должны иметь эту возможность. Я имею в виду наши страны, потому что я также представляю развивающиеся страны. Но, конечно, это новый формат для старых технологий. Мы должны понимать, что необходимо для того, чтобы эти технологии были развернуты. Тут кроются колоссальные возможности. Это малые модульные реакторы, разрабатываемые Росатомом. Есть и другие страны, которые также сейчас вступили на путь разработки малых модульных реакторов, а также микрореакторов. И впервые в истории, это очень любопытно, впервые в истории спрос является основой развития атомной промышленности. И тут как раз есть яркий пример. Это объясняется появлением ИИ и появлением дата-центров, которые нуждаются в энергии. Приглашаю вас в декабре в Вену. Мы проведем первую международную конференцию по ядерной энергетике и по ИИ. Все компании из России, из западных стран, из азиатских стран, все вместе будут там представлены. Этот брак вот-вот будет заключен, скажем так, но посмотрим, насколько успешным он будет. В этом моя идея. Мы представляем услуги, услуги всем вам. Мы работаем над развертыванием технологий, над финансовым аспектом, а также над будущим энергетики. И нужно сказать, что Россия, конечно, первопроходец на этом пути тоже. Я имею в виду плавучие АЭС. Они очень важны, в том числе для развивающихся стран, поскольку это прекрасная возможность для стран, у которых слабо развита энергосистема. Более того, это позволяет превратить судоходство отчасти в сферу, смежную с атомной энергетикой. Вы знаете про проект «Атлас», который мы вот-вот запустим. Как вы видите, здесь объединяются различные вещи. Ну и, конечно, токамак, господин президент. Россия, даже Советский Союз были участниками этого проекта, и токамак — это как раз один из основных путей к ядерному синтезу. Говорят, что синтез — это будущее. Некоторые говорят, что это всегда будет только чем-то делом будущего, но это уже не так, это будущее уже наступает, синтез близок как никогда. Господин президент, спасибо большое за приглашение. Благодарю вас, Алексей, за возможность выступить. Спасибо большое. Рафаэль, действительно, есть разные точки зрения по поводу будущего термояда, фьюжена, но важно только одно, что слово «токамак» является русским словом, русской аббревиатурой. Тороидальная камера с магнитными катушками. Вот это абсолютная истина. Спасибо еще раз большое генеральному директору МАГАТЭ. На следующем этапе нашей дискуссии, я, с вашего позволения, уважаемые руководители, хочу передать слово тем, кто в своих странах непосредственно ведет работу по созданию национальных атомных программ. И начать с Ирана.
В Иране уже более 10 лет работает блок Бушер, Бушер-1. Он был начат в 70-х годах, а потом брошен практически немецкими и французскими специалистами. И иранские и российские инженеры сделали невозможное. Они восстановили этот блок и в западный контамент погрузили непосредственно российское оборудование. Уже более 70 миллиардов киловатт-часов электроэнергии выработано. Мы также продолжаем работу над вторым, третьим блоком и расширяем сотрудничество с Ираном в сфере мирных атомных технологий. Пожалуйста, господин Мохаммед Ислами, вице-президент Исламской Республики Иран и президент Организации по атомной энергии этой страны. Добрый день, Ваше Превосходительство, президент Российской Федерации, господин Владимир Путин, Ваше Превосходительство, гендиректор Росатом, господин Лихачев. Вначале хотел бы поздравить вас с 80-летней годовщиной атомной промышленности Российской Федерации. Я желаю правительству и народу Российской Федерации, а также дорогому коллеге господину Лихачеву и его коллегам здоровья и успехов. Ваше Превосходительство, в прошлом году мы отпраздновали 50-летнюю годовщину со дня образования Организации по атомной энергии Ирана. 50 лет усилий со стороны ученых и специалистов иранской ядерной промышленности превратили эту гордую и полную надежную промышленность в символ успеха и прогресса в научно-технологическом развитии. И несмотря на тяжелые и на самом деле сложные препятствия, созданные Соединенными Штатами Америки и 3 европейскими странами, ядерная отрасль Ирана смогла достичь высших уровней технологий и промышленности. Это большое национальное достижение всегда сталкивалось с враждой со стороны Соединенных Штатов Америки и 3 европейских стран. Наглядным примером такой вражды являются психологические, политические операции, санкции, угрозы, террор, промышленный саботаж и военные операции, что, конечно же, не ограничивается текущим периодом времени, а имеет исторические корни. Они сами очень хорошо понимают эту правду, что в частном порядке признаются, что ядерная программа Ирана не приносит никакую угрозу. Но на самом деле мы понимаем, что давление только растет ежедневно. И то давление, которое сейчас идет против нас, это есть и для того, чтобы разрушить нашу ядерную программу. Они хотят, чтобы у нас не было ядерной программы. Они не хотят, чтобы мы согласно стандартам шли дальше. Со времен Джеральда Форда было переведено много разговоров и переписки. Для инвестирования в иранскую ядерную топливную отрасль $1 миллиард был инвестирован в европейскую компанию «Уридив». Мы всегда договаривались, и они договаривались друг с другом, чтобы Иран инвестировал в эту европейскую компанию. И Иран был, так сказать, партнером этой компании под названием «Уридив». Сегодня «Уранови» называется. И эта компания сейчас находится во Франции. И одновременно с этим немецкие и французские компании начали проект строительства атомных электростанций в Иране. Однако, не соблюдая обязательства, они бросили эти проекты на полпути. И по сути, я бы хотел еще раз повторить, что мы заплатили €1 миллиард Франции, чтобы они приняли участие в этом проекте, чтобы было создано несколько блоков энергии. Но после всего этого ни одной компании, которая хотела сотрудничать с нами, вмешиваясь, они не разрешали выполнять работу.
И благодаря инициативе, я бы сказал, другими сторонам, а особенно сионистского режима, они создали ядерное досье Ирана и под надуманными предлогами сделали поддельные документы против Исламской Республики Иран и ввели санкции с оказанием максимального давления с тем, чтобы они смогли остановить Иран и заставить его сдаться, что, конечно, никогда не даст результата. Заявляю этим трем европейским сторонам и Соединенными Штатами Америки, что вы не сможете великий и образованный народ Ирана сдаться перед вашей нечистой волей. Больше вы не должны лгать и говорить народам миру правду. Оставьте политику давления, основанную на неоспоримом правиле. Не стремитесь к грабежам ресурсов народов мира, как вы это не делали в эпоху рабства и колониализма. Иранская ядерная программа абсолютно транспарентная, и Международное агентство по атомной энергии, по сути, в части гарантий, находясь под вашим сильным давлением, потратив 80% бюджета этой организации на гарантии, преследует цель создать трудности и проблемы для иранской программы. Я бы хотел повторить и сказать этим странам, что прекратите. Путь Ирана и иранской программе полностью прозрачен, и мы не свернем с него. Вы знаете, что самые жесткие инспекции проводятся в Иране. И у нас в Иране только проводится 3% мировой ядерной энергетики, но в то время 25% инспекций проводится в Иране. Тот проект, который немцы бросили в Иране, мы после договоренности с Росатомом на самом деле начали и восстанавливать. Мы благодарны российским коллегам. Мы продолжили работу над этим проектом. Это был очень сложным проектом, беспрецедентный опыт. Мы смогли так интегрировать и российскую, и немецкую технологию. И сейчас у нас есть такая технология. Мы запустили АЭС Бушер. Данная АЭС работает. И из 100 баллов эта АЭС получил именно 100 баллов. И производит, разрабатывает нам нужный объем электроэнергии. И быстрыми темпами развиваемся в рамках этого проекта. Сегодня мы в Москве, и с волей наших президентов, господина Пезешкиана, а также господина Путина, они договорились о сотрудничестве в будущем, и мы поставили перед собой задачу реализовать все, о чем договорились наши лидеры, а также мы будем создавать новые большие АЭС, а также АЭС малой мощности. С Росатомом договорились о создании подобных АЭС, а, конечно же, продолжим этот верный путь до победы. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Спасибо большое, господин Ислами. Предлагаю перенестись в Центральную Азию под руководством президента Узбекистана Шавката Мирамоновича Мирзиёева. Республика взяла очень четкий курс на перезагрузку атомного сектора. Узбекистан не новичок в этих технологиях. В 2017 году был воссоздан Институт ядерной физики. В 2018 году было подписано российско-узбекское соглашение о сооружении первой АЭС. В 2019 году был открыт филиал в МИФИ. И уже в прошлом году подписали документы и вышли на площадку малой станции. Знаем о решении к этой площадке добавить еще 2 больших блока и ведем активно работу с правительством Узбекистана на эту тему. Хочу предоставить слово Жамшиду Абдулхакимовичу Хаджаеву и поинтересоваться, вот в чем баланс, в чем смысл и регионального аспекта, в данном случае Джизахской области атомного кластера, и общенационального эффекта от обретения атомных компетенций, на ваш взгляд?
Спасибо большое, уважаемый Владимир Владимирович, уважаемый Алексей Евгеньевич, уважаемые главы государств и правительств, руководители международных организаций. Прежде всего, разрешите от имени президента Республики Узбекистан Шавката Миромоновича Мирзиёева выразить огромную признательность за приглашение на глобальный атомный форум и обсудить важные вопросы будущей в энергетике. Узбекистан уже много лет является одним из значимых производителей урана. На долю нашей страны приходится около 4% мировых запасов и более 3500 тонн добычи ежегодно. Страна стабильно входит в десятку крупнейших производителей и остается надежным партнером в глобальном топливном цикле. Это база, реальный промышленный опыт, на котором мы строим следующий этап развития отрасли. Сегодня по инициативе президента Республики Узбекистан Шавката Миромоновича Мирзиёева мы переходим от сырьевой роли к созданию собственной генерации на основе использования мирного атома, и это носит многовекторный характер. Наш совместно с Росатомом проект, первый в истории страны АЭС, уникален. На одной площадке в Джизакской области будут построены 2 реактора большой мощности по 1000 мегаватт и 2 реактора малой мощности по 55 мегаватт. Такой комбинированный подход одновременно дает базовую генерацию 2,1 гигаватт и гибкие маневренные мощности. К 2035 году станция на площади около 525 гектаров будет ежегодно вырабатывать более 15 миллиардов киловатт-час. Данный проект – часть широкой стратегии диверсификации энергетики. К 2030 году в Узбекистане доля чистой энергетики должна превысить 40%, и атомная станция даст весомый вклад в достижение этой цели. Мы параллельно реализуем проекты по возобновляемым источникам энергии. Уже к 2030 году планируется ввести более 12 гигаватт солнечных и ветряных мощностей. Комбинация больших и малых блоков на одной площадке существенно укрепляет операционную устойчивость сети и упрощает интеграцию возобновляемых источников. Большие блоки дают предсказуемую базовую генерацию, а малые обеспечивают гибкость для покрытия утренних и вечерних пиков и резерв при нестабильной работе солнечных и ветровых станций. Таким образом, АЭС станет не просто источником зеленой энергии, а системообразующим объектом, способным создать энергетическую гармонию с учетом ускоренного роста внедрения возобновляемых источников энергии и промышленного потребления. Отдельный блок – это подготовка кадров, который предусматривает создание непрерывной системы подготовки кадров для атомной отрасли, охватывающей все этапы подготовки, начиная со школьного вплоть до послевузовского образования и системы повышения квалификации с учетом лучшего международного опыта. Открытие детских садов с упором на интерес к точным наукам, физике, математике для дальнейшего формирования общего представления о мирном атоме. Следующий шаг – это совместно с коллегами создание специализированных курчатовских классов в одной школе поселка Улугбек и 3 школах города Ташкент. Опорный вуз по подготовке специалистов – это филиал МИФИ в Ташкенте. К 2030 году более 300 студентов филиала получат профильное образование, чтобы эксплуатация и сервис максимально базировалась на национальной компетенции. На московской площадке МИФИ уже обучаются наши студенты по магистерским программам на квотной основе. И в октябре текущего года будет объявлено об открытии магистерских программ в ташкентском филиале МИФИ. В рамках реализации трехстороннего соглашения между Росатомом, Узатомом и головным вузом МИФИ ведется работа по запуску передовой инженерной школы, ориентированной на подготовку высококвалифицированных инженерных и научных кадров. Возрождение и развитие национальной ядерной школы – стратегическая задача. Для нас важно, чтобы АЭС стала якорем прикладных исследований. Начаты работы совместно с Институтом ядерной физики по созданию совместных научно-исследовательских лабораторий. И уже в ближайшие 5 лет планируется создание 10 специализированных лабораторий. Касательно вопроса насчет эффекта от реализации проекта для Джизакской области, хочу отметить, что
размещение АЭС в Джизакской области – это не только дополнительная генерация, но и долгосрочная индустриализация региона в целом. За последние 5 лет в Джизакской области идет активная индустриализация. Открываются заводы по производству автомобилей, предприятия по производству строительных материалов, созданы промышленные кластеры. Все это действительно требует больших энергоресурсов. Учитывая то, что строительство АЭС создаст ряд преимуществ и пользы для региона, во-первых, увеличит объемы производства электроэнергии, а во-вторых, строительство и эксплуатация АЭС создадут новые рабочие места. А именно на этапе строительства более 12 тысяч новых рабочих мест и более 2000 постоянно высококвалифицированных мест на этапе эксплуатации. Кроме этого, возводимый город атомщиков, который планируется строить как умный город, совмещающий в себя новые технологии и чистую энергию, станет центром жизненных интересов большого числа населения. В итоге этот проект привлечет значительные инвестиции в регион, что будет способствовать развитию инфраструктуры, включая дороги, жилье и социальные объекты. Мы с нашими партнерами открыты к широкому международному партнерству, от инжиниринга и локализации оборудования до подготовки кадров. МАГАТЭ заявила о своей готовности всесторонне оказывать содействие в развитии национальной ядерной инфраструктуры Узбекистана в институциональном, нормативном и технологическом аспектах с целью обеспечения устойчивого и безопасного внедрения ядерных технологий. Также с коллегами мы рассматриваем возможность создания международного консорциума с мировыми поставщиками технологий объектов неядерного острова. И в заключение хотелось бы отметить, что для нас этот проект – это не только шаг к энергетической независимости, но и пример стратегического сотрудничества с Российской Федерацией. Благодаря опыту и технологиям Росатома мы можем реализовать уникальную для региона модель станции. А для наших коллег это возможность еще раз на практике показать эффективность своих решений и заложить основу для совместных производств, подготовки кадров и научных исследований. Таким образом, атомная станция станет символом новой индустриализации Узбекистана, драйвером модернизации энергетики и прочным фундаментом для стратегического партнерства наших стран на десятилетия вперед. Благодарю за внимание. Спасибо большое. Спасибо большое, Жамшид Абдухакимович. Предлагаю переместиться на север Африки, там, где реализуется крупнейший атомный энергетический проект на планете, один из двух самых крупных. В Египте станция Эль-Деба строится одновременно 4 энергоблока. В правительстве Египта эту работу курирует министр электроэнергетики и возобновляемых источников энергии Арабской Республики Египет Махмуд Эсмат. Ну и мы, конечно же, вместе работаем плечом к плечу и исходим из той директивы, которую нам дал президент Египта, господин Ас-Сиси. Он не раз говорил, что атомная энергетика – это многолетняя национальная мечта Египта, и она уже близка к осуществлению. Вот над этой мечтой египетского народа мы с господином Эсматом и работаем уже не первый год. Пожалуйста, господин министр, вам слово. Спасибо, Ваше Превосходительство, господин президент, уважаемые дамы и господа. Хочу поблагодарить господина Владимира Владимировича Путина за то, что дали мне такую честь участвовать в этом форуме. Хочу вам выразить приветствие от господина президента Абдельфаттаха Сиси. Спасибо господину Лихачеву за такое приглашение. Как в вашем предсловии, для Египта реактор и атомная электростанция — это не только источник электроэнергетики, это действительно это новая технология, которую мы внедряем в египетское государство и добавляем к энергетическому балансу энергоресурсов и для развития технологий и науки в Египте, а также подготовить новое поколение молодых людей, у которых будут такие навыки и опыты участвовать в эксплуатации станции. Хотелось бы сказать о том, что
Мы доверяем госкорпорации «Росатом». Они работают совместно с Управлением атомной электроэнергетики Египта реализовать такой проект в соответствии с указанным графиком. И мы надеемся, что это 4800 мегаватт, которые мы добавляем к единой электрической сети в Египте, это 38 тысяч гигаватт-час, уменьшаем выбросов парниковых газов 19 миллионов тонн кубометров парниковых газов. Наряду с тем, что производство энергетики – это большой плюс для египетской экономики. Но я бы хотел сказать о том, что ваше превосходительство, господин президент, о том, что мы сейчас модернизируем технологию, и те новые технологии закрытого топливного цикла – это новая сфера для сотрудничества, для будущего сотрудничества, маломощные реакторы и новые технологии Росатома. И все сферы, над которыми мы сейчас тщательно работаем с госкорпорацией Росатомом в области науки, в области технологий. И госкорпорация помогает в соответствии с вашими директивами, уже помогает нам и оказывает нам поддержку. И хотелось бы им выразить благодарность за такую постоянную поддержку. Ваше превосходительство, господин президент, вы тоже затрагивали вопрос сотрудничества в рамках БРИКСа. И есть очень много финансовых институтов, в том числе и Банк развития в рамках БРИКСа. И при поддержке МАГАТЭ мы бы хотели использовать такой же инструмент для строительства новых станций. Зеленая энергетика, зеленые источники, экологически чистые источников переживают от нехватки и дефицита финансирования. Действительно, все лидеры и все коллеги указали на то, что эта ядерная энергетика является зеленой и экологически чистой энергетики. И вопрос сейчас с обработкой отработавшего ядерного топлива и утилизации ядерных отходов. И еще сейчас Росатом работает в области солнечных панелей, ветряной энергетики. Но можно здесь фиксировать о том, что ядерная энергетика является экологически чистой и зеленой. Как упомянули уважаемые, есть еще у нас соглашение и со Францией, и со другими государствами по развитию этой сферы и по финансированию новых проектов. Хотелось бы сказать о том, что научные исследования, которые мы ведем сейчас в области научных ядерной энергетики, сотрудничество в области ядерных изотопов, а также в области трансфера технологий, мы координируем с госкорпорацией Росатома и вместе со всеми нашими египетскими институтами для того, чтобы совместно провести такие исследования. Еще раз огромное спасибо за приглашение. И хочу сказать о том, что в последние несколько лет мы сможем до конца этого года реализовать 40% в общем графике реализации строительства АЭС Эль-Даба. Это большой прогресс. Мы надеемся, что мы сможем ускорить темпы реализации. Сегодня мы начали отгрузку корпуса реактора. Еще раз огромное спасибо за то, что дали слово. Спасибо госкорпорации Росатом за вашу поддержку. Спасибо большое, господин Исмат. Мы не могли обойти своим вниманием еще одну африканскую страну. Ей принадлежит 7-е место в добыче урана. Это Нигер, динамично развивающаяся страна. Ну и страна, которая тоже выбирает путь развития атомной энергетики. С удовольствием предоставляю слово господину министру горнорудной промышленности Усману Абарчи. Господин президент Росатома, ваше превосходительство, господин президент Российской Федерации, господин президент Лукашенко, дамы и господа, прежде всего, позвольте мне выполнить приятную миссию, передать вам, господин президент Российской Федерации, братский привет от имени президента Республики Нигер,
генерала армии Абдурахмана Тиани. И я хотел бы выразить сегодня нашу солидарность Республики Нигер с Исламской Республикой Иран, которая подвергается невероятной агрессии в последнее время, прежде всего ее ядерная программа. Для меня большая честь находиться в этом зале, и в этом качестве я хотел бы поддержать позицию президента Лукашенко, который только что нам рассказал о том, что некоторые страны не готовы делиться ядерными технологиями. И присутствие Нигера за этим столом — это действительно свидетельство того, что Россия поступает благородно. Она делится технологиями. Те, кто считают, что мы являемся малой страной, бедной страной, на самом деле мы не бедная и не малая страна. Все начинается с атома. Да, действительно, я хотел бы сказать о двух вещах. Я прежде всего хотел бы напомнить прекрасную вещь, которую все знают, но также поделиться с вами нашим глубоким убеждением. Что касается первого, конечно, все знают, насколько важен уран и как он важен для жизни любого населения в любой стране. В современном мире растет на 3% потребление электроэнергии каждый год. И тем не менее 700 миллионов человек, к сожалению, не имеют доступа к электроэнергии. Это люди, а не животные. И, конечно, мы не можем гарантировать потребление электроэнергии только за счет возобновляемых источников энергии. Нам нужны другие источники. И как раз атомные электростанции являются тем самым решением, которое позволяет нам обеспечить непрерывное обеспечение электроэнергии и, прежде всего, избежать выбросов углекислого газа в большом количестве. Это уникальный источник электроэнергии, потому что мы знаем, что 1 килограмм урана достаточен для того, чтобы производить такое количество электроэнергии, для которого нужны тонны угля или газа. Это, собственно, не только вопрос обеспечения энергии, это вопрос социальной справедливости, потому что мы должны добиться того, чтобы электроэнергия была доступна каждому на этой планете, и чтобы каждый человек имел эту возможность, она не должна быть привилегией, это право каждого. Да, действительно, Нигер занимает важное место в этой области. У нас впервые в 1956 году были открыты залежи урана. И затем на протяжении многих лет наша страна стала крупнейшим мировым производителем урана. Мы таким образом обеспечиваем энергетическую безопасность различных стран, многих стран, но, тем не менее, эти страны не всегда были нам за это благодарны. Но я хочу вас уверить в том, что и ваши страны, наверное, испытывали определенные последствия от этого. И я хотел бы напомнить вам, что в 2009 году, когда наш бывший президент потребовал от одной страны, которая эксплуатировала наши урановые разработки в течение 40 лет, пересмотреть цены на уран, и наше правительство выразило свое желание развивать ядерную энергетику,
президент этой самой страны сказал: и даже не мечтайте. Ваше превосходительство, господин президент, я думаю, вы поняли, о какой стране я говорю. И среди тех богатств, которыми мы располагаем, да, действительно, крупнейшее месторождение урана — это самое крупное месторождение в мире. 2340 тысяч тонн урана. Ну, конечно, это страна, которая живет не с пустыми руками. И мы хотели бы развивать это сотрудничество с Российской Федерацией. Да, действительно, это наше предложение. Пожалуйста, давайте разрабатывать наши урановые месторождения вместе. Это, конечно, не только цифры. Мы понимаем, что на нас лежит мировая ответственность, потому что производство урана — это гарантия энергетической безопасности всего мира и энергетического перехода во всех странах. Президент Российской Федерации только что нам говорил о возможности такой ситуации, когда запасов урана будет недостаточно на планете, например, к 2080 году. Но я думаю, что в нашей стране будут еще открыты другие месторождения урана, потому что пока расследованные запасы урана сейчас составляют 500 тысяч тонн. И я думаю, что эти запасы, пожалуй, составляют всего 20% того, что разведано в наших недрах, в недрах Республики Нигер. И я прихожу ко второму аспекту, о котором я хотел бы вам рассказать. Я хочу сказать, что у меня есть твердое убеждение. Разработка урановых месторождений — это не только технология, это ответственность, ответственность перед мировым сообществом. Потому что от нас зависят многие страны, от нас зависят потребители, инвесторы и, прежде всего, будущее поколение. И, как я только что сказал, Республика Нигер, как производитель урана, способствует энергетической безопасности всей планеты. Но, к сожалению, это не приводило к процветанию нашей страны. Вот почему я думаю, что пришло время перейти к новому этапу нашего развития. Пришло время предложить новые подходы и пересмотреть то, каким образом мы используем наш ядерный потенциал. И эти новые подходы я бы назвал атомные дивиденды. Что такое атомные дивиденды? Очень просто. Это богатство, которое производится атомом, должно принадлежать всем, а не только каким-то отдельным странам. Оно не должно принадлежать только инвесторам. Оно должно обеспечить энергетическую безопасность всех. Мы, конечно, хорошо понимаем, что энергетический сектор — это двигатель прогресса. И поэтому мы разработали национальную программу развития энергетической отрасли, и мы хотели бы построить на нашей территории 2 ядерных реактора мощностью 2000 мегаватт. И это предложение Республики Нигер, Росатому. Мы готовы
разрабатывать этот проект вместе с Росатомом, конечно, под контролем МАГАТЭ. Я думаю, что генеральный директор МАГАТЭ убедился, что у Республики Нигер есть подобные возможности. Вы мне скажете, что у вас слишком завышенные амбиции. Да, у нас большие амбиции, но для нас это очень важно для всего африканского континента. Господин президент, только что я участвовал в сессии, где я познакомился с различными проектами строительства ядерных электростанций. Но, к сожалению, я понял, что сейчас на африканском континенте строится только одна ядерная электростанция в Египте. Но, к сожалению, этого мало. Ну и также можно еще упомянуть и Южную Африку, и это все. И если мы все-таки хотим развиваться вместе, и если мы понимаем, что господин Лукашенко нам об этом напомнил, Российская Федерация готова делиться ядерными секретами, мы готовы сотрудничать в этой области. А с нашей стороны мы предоставим наши урановые запасы. И наше сотрудничество с Российской Федерацией будет это пример высоких амбиций. Господин министр Российской Федерации посетил уже нашу столицу Ниамей, и вот в рамках этого сотрудничества в энергетической области мы говорили о том, что мы можем развивать этот сектор ядерной энергетики. Нас интересуют технологии, конечно, нас интересует подготовка новых специалистов, и мы говорим прежде всего о мирном атоме, господин генеральный директор МАГАТЭ. И, конечно, мы бы хотели развивать и другие области, как, например, использование ядерных технологий для развития сельского хозяйства, но также для развития нашей гидроэнергетики, конечно, медицина, ядерная медицина, и мы хотели бы развивать и нашу горнорудную промышленность. Вы видели, что некоторые наши инфраструктурные объекты находятся в плачевном состоянии. И таким образом мы хотели бы развивать нашу энергетику, включая в нее ядерную составляющую. Дамы и господа, ваше превосходительство. Итак, я предлагаю этот термин «атомные дивиденды». Это эксплуатация ресурсов, это сохранность экологии, это транспарентность и это инновации. Но и также, конечно, равноценное использование наших ресурсов и распределение богатств справедливым образом. Конечно, свет, который мы видим в конце тоннеля, должен осветить все наши проекты. Ваше превосходительство, на протяжении XX века родилась ядерная эпоха. Эта ядерная эпоха была отмечена страхами, доминированием одних стран и объединением других. Мы хотим, чтобы 21 век был другим. Мы хотим, чтобы это был век справедливости. И если мы будем развивать нашу ядерную энергетику на основе ответственного подхода,
Я думаю, что он обеспечит нам прекрасное будущее. И Республика Нигер, которая богата урановыми месторождениями, решительным образом настроена на то, чтобы быть вместе с Российской Федерацией на этом пути. Мы открыты к этому сотрудничеству, и мы понимаем нашу ответственность за построение прекрасного будущего. Вместе давайте работать и создавать прекрасные проекты с малого. Да, действительно, все начинается с атома, и на этой базе мы будем строить процветание и солидарность. Спасибо большое, господин министр, господин Абарчи, и за ваше выступление, и за те конкретные предложения, которые вы внесли в сфере нашего двустороннего сотрудничества. Они крайне интересны. Глубоко уважаемый Владимир Владимирович, руководители, мы переходим к важной финальной части нашей дискуссии. Сейчас выступит представители негосударственных международных организаций и объединений, и, как нетрудно видеть, это будет самая прекрасная часть нашей дискуссии. Я хочу предоставить слово госпоже Сами Бильбао Ильон. Сама возглавляет Всемирную ядерную ассоциацию. Ассоциация объединяет более 100 стран и организаций, и несмотря на кое-где прямое коммерческое конкурирование, где-то политические нынешние грозы и молнии, удается сохранять конструктивный настрой и работу, связанную с расширением международного сотрудничества. Важно отметить, что не только атомные организации демонстрируют все больше и больше интерес к развитию атомных технологий. Пожалуйста, Сама, вам слово. Ну и поделитесь опытом, как вам удается сохранять вот этот консенсус, эту стабильность в большой международной организации. Спасибо большое, господин Лихачев, господин президент, ваше превосходительство. Для меня огромная радость быть сегодня здесь со всеми вами. Спасибо за возможность присоединиться к глобальному атомному форуму в рамках Всемирной атомной недели. Для меня также большая честь вместе с вами отметить 80-летнюю годовщину создания атомной промышленности в Российской Федерации. Как вы отметили, наша Всемирная ядерная ассоциация — это организация, которая представляет международную ядерную отрасль, более 150 организаций из 44 стран со всех уголков земного шара. Мы пытаемся объединить представителей ядерной промышленности для обмена практикой. Мы являемся голосом объединенной ядерной промышленности по различным вопросам. Мы работаем по топливному циклу, по цепочкам поставок, по подготовке рабочей силы. Мы работаем вместе для того, чтобы были выработаны правильные политические меры регулирования. Работаем также над вопросами финансирования. Мы работаем по всем этим вопросам с точки зрения нашей промышленности. И мы горды тем, что мы работаем в том числе с МАГАТЭ. То есть, помимо опыта Гросси, господина Гросси, а также МАГАТЭ, мы можем предложить точку зрения промышленности для того, чтобы двигаться вперед в прагматичном ключе. Хочу отметить, что из наших направлений работы хочу отметить, в частности, Net Zero Initiative — это ядерная инициатива по борьбе с ядерным оружием. Это была инициатива, прошу прощения, при помощи ядерной энергии снизить выбросы парниковых газов. В 2023 году была запущена эта инициатива. Мы собираемся утроить мощности ядерной энергетики, и целый ряд стран присоединился к этому. Это было сделано в рамках КС РКИКОН в 2023 году. Крупнейшие финансовые учреждения присоединились к нам, а также 16 крупных энергопотребителей, таких как Google, Amazon, Meta.
а также многие другие крупные потребители электроэнергии. Все они присоединились к этой инициативе по ядерному нулю. Это уникальная вещь. Господин Гросси уже об этом говорил впервые. У нас есть консенсус в общественности со стороны вырабатывающих политику лиц, со стороны потребителей, со стороны гражданского общества. Есть консенсус, где говорится о том, что использование ядерной энергии — это категорический императив, если мы хотим выполнить цели по климатическому изменению, и сделать это своевременно, эффективно с точки зрения издержек, а также справедливым образом. То есть необходимо обеспечить социально-экономическое развитие, качество жизни, а также процветание для всех в мире. Как я уже сказала, эта коалиция признала, что мы можем обеспечить расширение использования атомной энергии, если мы готовы приложить к этому усилия. Хотела бы рассказать вам, что я понимаю под этим, потому что многим из вас, вероятно, неизвестно, чем мы занимаемся. Сегодня у нас 400 гигаватт производится на глобальном уровне. И это примерно 9% глобального производства электроэнергии. Если мы хотели к 2050 году втрое увеличить производство электроэнергии на АЭС, нам необходимо будет увеличить объем. Почему? Потому что мир пытается стремиться к индустриализации, миру необходимо больше электроэнергии, и необходимо поспевать за этим развитием. Согласно исследованиям, увеличение втрое ядерных мощностей к 2050 году потребует 1200 гигаватт энергетики, вырабатываемой на АЭС. И на конференции мы собираемся как раз найти людей, которые поддержат эту инициативу. Нам необходимы спонсоры. Кроме того, это означает, что 10% недостаточно. Нам необходимо ставить более высокие цели, потому что здесь речь идет только об электроэнергии. Для того, чтобы действительно изменить тенденции, необходимо пересмотреть многие элементы. Важно помнить также о потребностях химической индустрии, о нефти, переработке нефти. Есть огромное количество сфер, где могут использоваться технологии ядерной электроэнергии. Но это больше, чем просто числа. Это означает, что мы должны привлечь различных заинтересованных людей, которые уже поняли всю важность ядерных технологий. И вместе мы должны ускорить нашу работу для того, чтобы мы могли устранить другие препятствия и ускорить нашу работу для того, чтобы раскрыть весь потенциал атомной энергетики. Хочу сказать, что для этого нам нужен общий, единый подход. Нам необходимо новое мировоззрение, необходимо серьезное руководство. И мы видим таких сильных лидеров здесь, за этим столом, и в других уголках мира. Вы знаете, атомная энергетика напоминает нам о том, что мы должны развивать ее вместе. Мы все должны помнить, что риски не знают национальных границ. Если где-то случится авария, то от нее пострадают все. Поэтому необходимо помнить, что здесь есть и другая сторона медали. Но об этом говорить не будем. Будем говорить об огромных возможностях. Эти возможности также не знают границ. Поэтому хочу всем вам напомнить, что успех атомного проекта, где бы то ни было, станет успехом всем атомной энергетики во всем мире. Вот мое основное послание. И именно в таком духе мы должны взаимодействовать друг с другом. Чем большего мы сможем достичь, тем лучше будет от этого всем. Нам большое спасибо за возможность выступить перед вами сегодня. Большое спасибо вам действительно за очень конструктивное взаимодействие. Сам сейчас говорила о прогнозах.
И наш анализ говорит, что более 70% будущего спроса на атомные технологии будет обеспечивать страны глобального юга и в первую очередь БРИКС. БРИКС, являющийся сердцем формирующейся многополярной системы мира. С прошлого года работает атомная платформа БРИКС, возглавляет ее госпожа Эльзи Пуле, и я с удовольствием Эльзе предоставляю слово. Спасибо, господин Лихачев, за ваши вступительные слова. Спасибо, господин президент, дамы и господа. Сегодня мы живем во времена, когда нам необходимы устойчивые решения, которые могли бы покрыть рост наших потребностей в энергетике для того, чтобы отвечать нашим задачам. Страны БРИКС действительно занимают лидирующую роль в этих трансформационных процессах. Сегодня мы представляем не только половину населения всего мира, но мы являемся динамической экономической силой, драйвером технологических изменений и драйвером важных изменений. Мы являемся лидером в атомной энергетике, и это означает, что на наши страны приходится 70% АЭС. Атомная энергетика является основой, центральным пунктом нашей совместной повестки дня. Это основа для промышленного развития, для энергетической безопасности и для технологического суверенитета. Однако экономический успех измеряется не скоростью развития промышленности, а тем, насколько это все служит интересам человека. Атомная энергетика — это не только помощь людям, но это же и возможность обеспечить безопасность и сохранить будущие поколения. Именно поэтому платформа БРИКС по атомной энергии имеет такую важную стратегическую роль. Наша платформа продвигает гуманистический подход. Мы считаем, что безопасность и развитие должны быть в центре глобальных перемен. Мы объединяем различные компании и структуры из стран БРИКС, которые занимаются разработкой атомных технологий. У нас есть участники из 8 стран: Россия, Китай, Бразилия, Южная Африка, Иран, Египет, Эфиопия и Боливия. Мы рады будем приветствовать новых членов из числа стран БРИКС и партнеров по БРИКС. Наша философия заключается в следующем. Необходим недискриминационный подход к поставщикам и к потребителям. Мы считаем, что необходимо развивать атомные технологии в странах БРИКС и партнерских странах. Это очень важно для развития экономики этих стран. Важен перевод передача инновационных технологий. Мы хотим, чтобы мир стал лучше. И особым элементом нашей работы является развитие человека. С каждым годом мы углубляем наше сотрудничество в сфере энергетики, образования и финансирования. БРИКС — это живая архитектура многополярного мира. Атомная энергетика сейчас заняла прочное место в повестке дня БРИКС. Россия вносит большой вклад в эти общие усилия. Россия обладает огромным опытом мирного использования атомных технологий и является глобальным важнейшим поставщиком технологий. Это все формирует наше будущее. Я бы хотела воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить вас, господин президент, от имени платформы БРИКС по атомной энергии за ваш огромный вклад и за поддержку, за развитие атомной энергетики и атомных технологий по всему миру. Вместе мы должны помнить о том, что прогресс означает также ответственность. Если мы будем успешны, тогда гуманистическая повестка дня станет основой миропорядка. И это видение необходимо интегрировать в многосторонние проекты нашей платформы. Это позволит принести хорошие результаты. Сегодня многие международные организации разрабатывают совместные стандарты и регламенты по разным сферам экономики. Мы стремимся в БРИКС к тому,
чтобы мы могли то же самое предпринять в отношении атомного бизнеса. Господин президент, с активным участием лидеров БРИКС мы сможем сделать это видение реальностью. Большое спасибо. Спасибо большое. Эльза, вам спасибо огромное за ваше личное лидерство в создании и развитии ядерной платформы БРИКС. Уверен, у нее большое будущее. Уважаемые участники дискуссии, атомные проекты мы планируем на десятилетия, до 100 лет, примерный срок службы наших объектов. Это значит, что далеко не одно поколение будет работать в наших атомных установках, будет развивать атомные технологии. Значит, молодежные проекты, работы с сегодняшним студенчеством являются ключевыми факторами успеха завтрашнего дня. У Росатома много молодежных проектов. Один из самых ярких – это команда Impact Team 2050. И один из представителей этой команды, Диана Гамазова, находится здесь за столом. Она родилась в Казахстане, училась в Великобритании, сейчас стажируется в Германии, но хочет работать на объекте Росатома в Казахстане. Поэтому, Диана, представляем вам слово. И, конечно, хочется узнать, в чем вы видите вот эту связь времен, связь поколений, как сделать так, чтобы ваше поколение пришло максимально готовыми продолжать те проекты, которые начинаются сегодня. Всем добрый день. Impact Team 2050 – это команда молодых лидеров из разных стран, которые продвигают атомные технологии среди молодежи. Вчера на полях мировой атомной недели стартовала работа большой команды из 100 молодых лидеров из 33 стран. Ребята представляют парламенты, международные агентства, научные центры и объединения атомной отрасли. Мы вместе изучаем вызовы и перспективы атомных технологий. Мы почувствовали, что, несмотря на разные культурные контексты стран, нас объединяет понимание. В мире усиливается стремление к справедливому миру, где нет дискриминации в доступе к достижению атомных технологий. Для нас очевидно, что без атомных технологий человечеству невозможно перейти на новую ступень развития, также без новых ценностей и принципов. Об этом говорила уже госпожа Пуля. И мы, молодежь, абсолютно согласны с безальтернативностью использования атомных технологий. Понимаем, что именно нам, будущим специалистам, стоять у руля ядерных организаций, министерств, отраслей, и считаем, что сотрудничество должно строиться на новых принципах. Мы решили подготовить декларацию атомного сотрудничества, где зафиксируем наши принципы. Пользуясь уникальной возможностью, от имени молодых лидеров всех стран хотелось бы задать вам вопрос, Владимир Владимирович. Что молодежи важно учесть? На каких принципах должно строиться сотрудничество, чтобы человечество могло воспользоваться атомными технологиями во благо развития всех стран и народов? Спасибо большое. Неожиданный для меня вопрос. Неожиданный вопрос, но тем не менее повторю то, что уже здесь звучало. Равноправие, доступ к технологиям. Это первое. Второе – ответственность безусловная. И повышенное внимание к вопросам безопасности. Вот, пожалуй, два основных постулата. А все остальное – это дело техники. И при желании к сотрудничеству все вопросы, а их, безусловно, много, все они будут решены. Вот большой спор шел по поводу того, являются ли атомные технологии, можно ли их отнести к чистой энергии. Ну, конечно, можно. Сейчас, по-моему, дискуссия закончилась. Даже самые, на первый взгляд, чистые виды энергии, такие как энергия ветра, солнечная энергия, она связана с чем? Связана с накопителями, она связана с батареями накопителей энергии. А что делать с этими батареями? Вот нет абсолютно, стопроцентно прозрачно чистой энергии. Но вот атомная одна из них, безусловно. Технологии развиваются, и вот то, о чем мы говорили сегодня, в том числе новые технологии замкнутого цикла, которые, по сути дела, ведут к бесконечному использованию, ну, условно говоря, к бесконечному использованию имеющихся ресурсов, да, с такой колоссальной отдачей и с таким минимальным влиянием на окружающую среду, это, безусловно, технологии будущего. А будущее за молодыми учеными, за молодыми исследователями, за молодыми инженерами, специалистами. Так что вам спасибо большое, что вы развиваете эту тему, и всем нам удачи. Спасибо, что вы здесь.
Спасибо огромное. Спасибо за работу сегодняшнюю.